Всем доброе утро. А мы заходим в порт Перия. Это Афины. Скоро будем причаливать. В ту сторону не могу снимать, оттуда солнышко. Получается, идем прям на восток. Солнце всходит. Ой, красиво, лайнер тоже стоит. Порт Перия в Афинах расположен рядом с городом, никакой транспорт не нужен. Вы ходите сразу или автобусы, или такси. Мы взяли такси и едем напрямую. У нас билет онлайн мы покупали на Акрополь. У нас время там стоит только на 11 часов. Это самое раннее было, что мы смогли онлайн купить. Вот, поэтому на свой страх и риск едем пораньше, но думаю, там проблем не будет, нас пораньше запустят, иначе наши планы все рушатся из-за этого билета. Так, стоимость такси мы взяли, прям вышли и взяли, не заказывали. Он сказал, что фиксированная цена 25 евро. Ну, мы в интернете почитали, в принципе, цена такая же есть. Поэтому вот запрыгнули и сразу сейчас едем в Акрополь. Приехали мы. Здесь сразу видно Парфенон. Так, ну что хочу сказать. Вот главный вход. Не пропустили нас заранее. Сказали, у нас билет на 11. Сказали подходить без 15:11. Якобы система у них не пропустит такой ранний билет. Так что мы теряем час. Придется нам ждать. Чем мы, конечно, очень огорчены. Вот. Забыла сказать, стоимость билета онлайн 30 евро на человека. Так, ну здесь хорошо, есть лавочки, есть где посидеть. Тут почему-то есть римские легионеры. Наверное, у них фото за деньги. Сейчас максимально близко подойду. С бородой такой. Еще тоже на горе так красиво. Что-то возвышается. А здесь в окрестностях Акрополя прям оливковая роща. Адеон. Восстановленный. Сейчас до сих пор здесь проводят концерты, представляете? Мировых звезд. Прям так внушительно красиво. Так, одевайте только удобнейшую обувь. Да. Только удобную. Растоптанную. Все дороги в гору. По камням. Камни настолько отшлифованные, аж на поворотах заносит. Скользко-скользко.
Вон шикарная панорама на город открывается. Ступеньки. Мраморные, кстати. Смотрела передачу, что весь мрамор, которым сейчас реставрируют Акрополь, добывают здесь же недалеко, 15 километров, по-моему, мраморный карьер. Так что стараются они все-таки, получается, натуральный камень искать для восстановления. А глыбы там огромные добывают и требуются. Да, людей очень много, как и всегда, на все достопримечательности. Будем двигаться потихоньку. Здесь сфоткаться надо. Ага, вот он и Парфенон. Так, не могу подойти поближе. Вот те камни, которые лежат, это находят все остатки, получается, где-то что-то, находки. Потом эти камни совмещают, как пазлы. Тоже типа Discovery какую-то передачу я смотрела. Прям сидят и пазлы соединяют. Но они, по-моему, сейчас их электронно сканируют камни и уже автоматически подбирают. Посмотри, какие. Это гранит. Это, по-моему, не мрамор. Idziemy najpierw tam. Musimy to wszystko obejść. Tu chodź. С этой стороны леса, но он все время реставрируется. Это не убавляет, естественно, красоты этого места. Смотрите, как обыгрывают остатки старых камней, старого пола. Вокруг асфальт выкладывают. Это Эрихтион. Сейчас надо будет вот туда сходить. Вот туда.
Здесь прямо сейчас в данный момент кран работает на территории Парфенона. Что-то поднимает. Нет, не поднимает, наверное. Разворачивается. Ale nie, myślę, że na tej skałce po prostu. Так, сейчас попытаемся туда залезть. Ой. Что-то у меня колено сегодня уже разболелось. Здесь только надо по горам лазить, и колено болит. А вон так, кстати, гора. Туда идет канатка, и можно по канатке туда добраться. А здесь красивая панорама города. Давай, вешечку что ли? Да, сейчас нам здесь сфоткаться. Здесь на территории растут прям красные маки. Красота у нас тоже. Целая степь бывает, цветет. Вернулись мы к этому храму. Здесь просто, видимо, люди фотографируются. Тоже огорожен. Заходить нельзя. Только посмотреть. Зато вот там, если через веревочку перепрыгнуть, шикарная панорамка открывается на город. И можно обойти с другой стороны. Сейчас посмотрим, там тоже что-то колонны с шикарным таким видом на город. Смотрите, сколько людей. Сколько людей. Спустимся, пройдем к южным воротам и выйдем оттуда. Вот так еще храм, театр Диониса мы не смотрели, тоже где-то по ходу он должен нам попасться. Тут стоит смотрящий, чтобы против шерсти никто не пошел. Ага. Такой хороший смотрящий. Одной рукой задавит нас сразу, если свернем не туда. Здесь так строго. Нас запустили, получается, только без 10, наверное, или без 5:11. Внизу стоят, то есть четко смотрят время, всех откидывают. Так что вот это имейте в виду. Ну, те, кто, допустим, сейчас на кассе народу не было, ну, там 2-3 человека, то есть очередью нельзя считать. По-моему, они сразу заходили, да? Кто билеты покупал? Да, с билетами уже. Видно, они такие квиточки с баркодами. Пох- А у нас распечатка же. Так что вот это сказки покупаете онлайн, иначе не попадете. Это тоже, ну, это, видимо, зависит от времени, от как попадете. Вот если бы мы сегодня без билетов были, мы бы сегодня быстрее зашли и час не потеряли. Так, вот здесь вот камень есть большой. Туда, говорят, бесплатно можно попасть. Там есть лестница и виды шикарные. Для тех, кто не хочет заходить в Акрополь и платить 30 евро. Так, мы, получается, вышли сейчас из Акрополя. Спустились.
Так, и вот здесь такая вывесочка как раз показывает, что к театру Диониса надо идти налево. Да, здесь получается такие скалы, и на скале еще получается как крепостная стена выстроена. Так, а мы спускаемся по такой вот грунтовочке. Сейчас будем смотреть, куда нас выведет тропа. Сейчас время цветения оливок. Оливки цветут. Смотрите, как цветет гранат. Даже гранатинки вот уже здесь начинают образовываться. А олеандры у них все в тле. Тля. Это как раз на выходе из Акрополя. Кому красивые герани? Здесь всякие холковые пачки такие хорошие. Натуральная губка. О, смотри, у них оливки маслины продают упакованные уже. Здесь что-то это страшновато брать. Лучше, наверное, в магазине с охлаждением. Красиво формируют бугенвилию вдоль стены прям. Красота. Ага.
Слышу, вижу. Все. Это на голову нужно, нет? Так, ну что, решила все-таки шляпку прикупить, дабы не напекло мне ничего. Потому что еще всякие острова посещать. Так, шляпку сейчас я одну смотрела, прикиньте, написано стопроцентная бумага. Думаю, ну на один раз зачем мне брать стопроцентную бумагу, и, по крайней мере, хоть в случае чего постирать можно. Ну вот решила я на ней остановиться. По-моему, неплохо. А я вообще шляпы не ношу никогда. Вот эти вот, получается, а-ля соломки. Написано стопроцентная бумага. Хотела соломенную шляпку взять. Мама воняет. А вот смотри. За запах. Да, пахнет на всю улицу. Все после Акрополя разбредаются по кафешкам. Время. Как раз вид на гору, куда канатка ходит. Да, ну здесь улочки, так как традиционные европейские города. Узенькие. Но машины ездят, хоть узко, сейчас вот прям друг за другом паровозиком едут. Вот еще кафешка. Собственно, Бугенвилле. Тоже ставни. Ух ты, а здесь пожар был. Так, сейчас направляемся мы в Римскую Агору. Мимо нее просто пройдем, внутрь туда заходить не будем. Просто вдоль заборчика прогуляемся. Леса поставили, наверное, восстанавливать что ли будут. Так, а вот и Агора. Башня ветров. Руку за забор просунула. Сейчас туда дальше еще посмотрим. А сейчас мы потихонечку подходим к традиционной греческой таверне, которая называется Платанос. Работает она с прошлого века. У меня, если честно, давно мечта была попробовать греческий салат именно в Греции. Не то, что мы там сами сочиняем или где-то услышали, или где-то посмотрели. Прям вот у меня бзык, какой же они кладут туда соус. Потому что каких только я уже в своей жизни греческих салатов не готовила, какие соусы только не делали. А вот мне интересно было попробовать в Греции.
просто у них там масло, или же они заморачиваются и готовят какой-то специальный соус. Ну вот сейчас расположимся, покушаем, поедим и посмотрим. Кстати, таверна работает с 1932 года. Давно, но все бедный семейный бизнес. А тут прямо рядом открыли им конкуренты. Такую засаду подложили. Но мы решили поддержать семейный бизнес. Здесь домашняя греческая кухня у них. Что там готовят, не знаем. Но люди в основном идут сюда из-за них. И вот кто-то решил воспользоваться. Кстати, все очень вкусно. Мы все не только съели, мы вылезали и облизали. Да, действительно только растительное масло в этом греческом салате. Там просто получается на фету каких-то специй насыпали сухих и маслом залито. Ну, очень вкусно, все вкусно. И кафе, кстати, находится прямо рядом на углу Агоры, где вот башня ветров. Так, у нас одно пиво, домашний лимонад, мусака и что еще там, греческий салат. По-моему, счет вышел на 34 евро. Мы брали по одной порции один салат, и это потому что порции большие, имейте в виду. Отсюда хорошо Акрополь просматривается. На Парфенон не видно. А вот этот храм, к которому мы подходили, видно. Лифт. Смотрите, где лифт едет. Видно? Вот наверх подъехал лифт. Раньше, помню, туры были в Грецию за шубами. Но тут до сих пор процветает меховая индустрия. Так, мы взяли такси. И сейчас кое-куда едем. Куда едем, скажу на месте. Что-то куда-то свернули не так далеко, кстати, от Агоры. Здесь прям торговая улица, кафешки, шубы, сувениры, куча всего. Тоже видно Акрополь. Угу. Здесь прям какой-то торговый район. То, что мы утром ехали, нас какими-то огородами вез. Все такое не очень красивое было. А здесь ничего. И что-то такси. Окно заблокировано. Здесь окна затемнены. Вокруг Марины проедем. Да, сейчас там Марина, кафешки закрыли всю Марину. Там такой город красиво в горы поднимается. И все кафе всегда полные, и все кафе полные. Кроме этого. Что-то закрыто. Здесь такие узкие дороги, как они здесь ездят. Окей. А приехали мы на пляж, потому что у некоторых свои галочки. Искупаться на каждой остановке. Поэтому мы здесь. В прошлый раз в круизе мы тоже практически не мы.
Муж везде купался. Я, по-моему, только ноги мочила. Вчера не вчера, вчера мы в море были, позавчера в катании мы стояли очень мало. То есть у нас был там задумка тоже на пляж сходить, но по времени мы никак не успевали. Так. А пляж галечный. Да, подожди, не галечный. А, есть песочек? Есть там песочек. Сейчас мы быстренько купаемся. Так, уточка показывает 26,9. Снаружи 27 градусов. Да. Мне кажется, свежее гораздо. Ветерок. Солнышко ушло, свежий ветерок. Ну вот, по крайней мере, температуру знаем. Сейчас будем воду смотреть. Вот такое побережье. Здесь небольшой пляжик. В воде очень много камней. Прям много-много в воде камней. Температура воды 20 градусов и 7. Все, насмотрелись мы Афин. Даже под небольшой дождик попали. Слепое солнышко и дождик, когда с пляжа уже убегали. Сейчас все у нас уже скоро отбытие. Не знаю, у Косты мы первый раз столкнулись с такими очередями. Ну, на выход там ладно, бывает очередь нет, бывает есть, когда-то в какое время вы с толпой выйдете. А вот на обратно всегда толпа и змейками, то есть нужно прям полчаса минимум закладывать только для того, чтобы вас там просветили, в очереди постояли, весь багаж, получается, посмотрели. Норвежский стоит лайнер такой крупный. Прям большой-большой. Ну а на сегодня все. Завтра у нас будет опять Греция. Завтра скажу, куда мы едем. Всем удачи и пока.